Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем вязать вот такую летнюю шапку панамку крючком. В этом видео я расскажу, как вязать на разные размеры. Шапочка вяжется очень просто. Думаю, начинающие вязальщицы справятся с этой моделькой. Поля шапочки вяжутся столбиками без накида. Начинаем шапку вязать от макушки к полям столбиками с одним накидом. Для вязания я взяла крючок номер 2,5, но вы можете взять крючок в соответствии с вашей пряжей. У меня пряжа хлопок, смешанный с акрилом, 330 метров в 100 граммах. Начинаем вязать. Делаем скользящую петлю. Вот так. Выводим первую петельку наверх и провязываем еще 2 воздушные петли. Раз и два. Теперь нам нужно будет провязать 11 столбиков с одним накидом в кольцо. Делаем накид на крючок, вводим крючок в кольцо, захватываем нить и провязываем 2 петли и еще 2 петли. Провязали первый столбик. Накид, провязываем второй столбик. Накид, третий, накид, четвертый и так далее. Пятый, 6, 7, 8, 9, 10 и последний 11. 11. Вместе с первыми воздушными петлями получится 12 столбиков. Затянем нитку, затянем кольцо и в вершину, где мы набирали воздушные петли, в вершину первого столбика вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Мы закончили вязать первый ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. В первую петельку от крючка, в самую первую петлю провяжем 2 столбика с одним накидом. 1 накид, и в эту же петлю провяжем второй столбик. Следующие и во все последующие петли провяжем по 2 столбика с накидом. Накид. В следующую петлю провязываем 1 столбик и второй. В следующую петлю 2 столбика с накидом. Провяжем до конца ряда. Здесь я ускорю съемку. Провяжите, пожалуйста, до конца ряда в каждую петлю предыдущего ряда по 2 столбика. Мы увеличиваем наш круг. Вот я подошла к концу второго ряда. Вот смотрите, здесь провяжем 2 столбика, и мы дошли до начала нашего ряда. Здесь, где мы набирали 3 воздушные петли, с этой петли у нас идет 3 воздушные петли, а нам нужна пара. Значит, провяжем 1 столбик с накидом в первую петельку. У нас получится, что у нас провязано 2 столбика в одну петлю. Закончили ряд. Сначала давайте мы закрепим ниточку,
потом соединим ряд. Вот я запрячу конец, затяните скользящую петлю. Можно, конечно, сделать это потом, но чтобы не забыть, сразу запрячем ниточку. Так между столбиками сделаем по петельке. И можно нить обрезать. И потом продолжим вязание. Так, второй ряд нужно закрыть соединительной петлей. Введем крючок в вершину первого столбика и провяжем соединительный столбик. Мы закончили второй ряд. Начнем вязать третий ряд. 3 воздушные петли подъема. И теперь раппорт будет у нас из 2 петель. В первую петлю 1 столбик, во вторую 2. В первую 1, во вторую 2. Вяжем самую первую петельку 1 столбик, во вторую 2 столбика, 1, и в эту же петлю второй столбик. Так будем повторять в каждые 2 петли. В первую петельку, в эту вот следующую 1 столбик, во вторую 2 столбика, 1, и в эту же петлю второй столбик. Так провяжем ряд до конца. Вот каждые 2 петли повторяется. Осталось связать 2 столбика. 1 столбик в первую петлю и во вторую 2. Здесь уже есть 1 столбик из воздушных петель. Провяжем второй, делаем накид. Получается опять из одной петли 2 столбика. Делаем вершинку первого столбика, соединительный столбик. Закончили ряд. Начнем вязать следующий ряд. Будем добавлять опять по одной петле. Делаем 3 воздушные петли подъема. Раппорт будет из 3 петель. В 2 петли по одной и в третью 2. Вот здесь. Значит, вяжем первые 2 петли по одному столбику. 1. Следующую тоже 1, и в третью петлю, в эту 2 столбика, 1 и второй. Вяжем так 1, 1, 2. Вот в 3 петли вяжем 1 столбик, следующую петлю второй, и в третью петлю 2 столбика, 1, в эту же петлю второй, следующую 3 петли вяжем первый, следующую второй, и в третью 2 столбика, 1, 2. Вот опять. И в следующие 3 петли 1, 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Довязываю ряд до конца. В этом ряду у нас повторение идет по 3 петли, 1, 1, 2 столбика. Довязываю 1 столбик в первую петлю, 1 во вторую, и в третью петлю 2 столбика. 1 уже есть в виде воздушных петель. Довязываем второй столбик, и вершину первого столбика делаем соединительный столбик. Мы довязали следующий ряд. Чтобы получилась шапочка нужного размера, нужно измерить донышко, вот эту макушечку. Для того, чтобы связать нужный вам размер, вот
у меня есть вот такая вот, смотрите, таблица. Здесь вот ширина этого донышка на каждый размер разная. Посмотрите, мне нужно на полгода, значит, мне нужно 10 сантиметров, значит, мне нужно еще довязать макушку. Посмотрите, вот слева возраст, и посмотрите, какой ширины макушка нужна именно вам. Теперь раппорт у нас меняется. Следующий было 3, сейчас будет 4 петли нижнего ряда. Провязываем раппорт. Значит, 3 по одной и в четвертую 2 столбика. Вот первые 3 петли по одному столбику и в четвертую 2. Вяжем 3 воздушные петли подъема. И теперь вяжем в 4 петли раппорт, 3 и в четвертую 2 столбика. Вот вяжем в первую петельку 1 столбик, дальше второй столбик, дальше третий и в четвертую петлю 2 столбика. 1, 2. Следующие 4 петли повторяется также. 3 и в четвертую 2 столбика. 1, 2, 3. В 3 петли по одному столбику и в четвертой 2 столбика. 1 и в эту же петлю второй. В следующем ряду мы будем вязать, если вам нужно еще связать ряды, увеличивать раппорт на одну петлю, значит, на 1 столбик больше вязать. В этом ряду мы провязываем 3 столбика по одному и в четвертый 2. Вот. Провязываем ряд до конца. Осталось 4 столбика провязать. Вот. Первые 3 петли по одному столбику. 1, 2, 3. Четвертую петлю 2 столбика, 1 есть. Провязываем второй. Делаем вершину первого столбика соединительный столбик. Вы провязали следующий ряд. Вот я измеряю, у меня получается 10 сантиметров. Я связала донышко нужной мне длины. Если вам нужно вязать больше, вам нужно добавлять еще столько рядов, сколько вам нужно, добавляя по одному столбику в раппорте. То есть у нас получилось бы 4 раза по одному столбику и в пятую петельку 2, а в следующем ряду еще больше 5 столбиков и в шестой по 2 столбика. Мне уже достаточно, вяжем основание шапки. Делаем 3 воздушные петли подъема и в первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. У нас получится такой элемент из 3 столбиков. Вот провязываем 1 столбик с накидом и в эту же петлю 2 столбик с накидом. Получилось 3 столбика у нас. Первый столбик заменяет 3 воздушные петли. Пропускаем 2 петли, в третью провязываем 3 столбика с одним накидом. 1 в эту же петлю, 2 столбик и в эту же петлю 3 столбик. Между двумя этими элементами получается арка. Пропускаем 2 петли, вслед третью провязываем
3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Третью петлю провязываем вот в эту третью, 3 столбика с накидом. Между этими веерочками получается арочка. Накид, пропускаем 2 петли, в третью провязываем 3 столбика с накидом. Провязываем до конца ряда. Вот, провязываем. Здесь еще я могу ввязать один такой элемент. Делаем накид. Вот сюда я провяжу один столбик, сюда же второй и третий. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в вершину первого столбика. Вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Следующую петлю провяжем еще один соединительный столбик. Нам нужно перебраться в эту вот арочку, которая находится с левой стороны. Провяжем один соединительный столбик, следующую петлю второй и в арочку провяжем соединительный столбик. Отсюда мы начнем следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема и в арочку провяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Так начинаться будет каждый следующий ряд. Следующую арку, вот в этот промежуток, провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. И в следующую арку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Следующую арочку вяжем 3 столбика с накидом. Накид. Следующую арку 3 столбика. 1, 2, 3. Так провяжем до конца ряда, до сюда. Вот провязала. Вершинку первого столбика делаем соединительный столбик. Следующую петлю делаем соединительный столбик. И в арку нам нужно сделать соединительный столбик и начинать следующий ряд уже отсюда. Так мы будем вязать все ряды. 3 воздушные петли подъема, 2 столбика и так далее. Так мы провяжем всю шапочку нужной нам длины. Начиная от макушки будем прикладывать сантиметровую ленту или линейку. И вот, опираясь на эту таблицу, так как мы знаем, донышко есть данные по высоте шапки, по возрасту, нужно определить, где заканчивается наше вязание основы. Высота шапки вот это, как раз не считая поля. Вот это высота шапки до полей. Относительно возраста и все, что там написано. У меня 14 сантиметров провязано. Я буду начинать связать поля.
поля панамки вяжутся по спирали. Поэтому приготовьте, пожалуйста, или маркер, или булавку для того, чтобы обозначать границу между рядами. Чтобы край шапочки, вот эти поля были более плотные, нужно рабочую нить хорошо подтягивать. Или можете взять крючочек поменьше. Вот у меня крючок 2,5, можете взять для полей крючок номер 2. Если у вас 2, то взять 1,5. Итак, начнем вязание. Всего нам нужно будет провязать 11 рядов. Начинаем без воздушной петли, сразу провяжем в следующую петлю столбик без накида. И отметим последнюю петлю предыдущего ряда. Дальше вяжем следующую и последующие петельки за обе половины петли столбик без накида. Следующую петлю 1 столбик, следующую еще 1. Итак, в каждую петлю ряда провяжем по одному столбику без накида. Так вяжем весь ряд. Так провяжем до маркера столбиками без накида вот до сюда. Вот, довязываем ряд. Вынимаем маркер или булавочку. Это была у нас последняя петля в предыдущем ряду. Довязываем эту последнюю петлю, столбик без накида. Все, ряд закончен. Провязали первый ряд. Начинаем второй ряд. Прибавляем по одной петле в каждые 2 петли. Провяжем 1 столбик. Отметим последнюю петлю предыдущего ряда. Не забудьте вставить булавку. Провязали 1 столбик. В следующую петлю провяжем 2 столбика 1 и в эту же петлю второй. Дальше в 2 петли провязываем также в первую 1, во вторую 1 и второй столбик. Следующую 1 и во вторую 2 столбика. Первую 1 столбик без накида, во вторую 2 столбика. 1 столбик, следующую петлю 2 столбика. 1, следующую 2. Так, до маркера провяжем весь ряд 1, 2, 1, 2. Вот я довязываю последние петельки. 1, у меня 2. И вот где маркер, это последняя петля предыдущего ряда, довязываем последний столбик. И начнем следующий ряд точно такой же, как и этот, с прибавлениями. Вот провяжем первую петельку следующего ряда, это будет 1 столбик. Не забывайте отмечать последнюю петлю предыдущего ряда. Провяжем точно такой же ряд. 1 столбик провязали, в следующую петлю 2 столбика. В следующую петлю 1, дальше 2, 1 и в эту же петлю второй. 1, 2 столбика. Это второй ряд с убавлениями. Всего их будет 2 таких ряда. Это вот нужно довязать до конца. Вот я уже довязала последнюю петельку этого ряда и начнем следующий.
столбик, отмечаем последнюю петельку предыдущего ряда и начинаем провязывать весь ряд столбиками без накида. В каждую петлю по одному столбику без накида. Всего нужно нам провязать 4 ряда столбиками без накида. Вот 4 ряда, не забывая ставить обратно маркер. Провяжем 4 ряда. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Вот я довязываю. Осталось провязать одну петлю столбиком. И в следующем ряду будем делать прибавление. Вот вяжем первый столбик следующего ряда. Отмечаем конец ряда того. И, значит, провязываем 5 столбиков и в шестую петлю делаем одно прибавление. Провязываем 2 петли. Провязываем 5 столбиков и в шестую петлю 2 столбика. Дальше опять 5 столбиков, по одному столбику, значит, в 5 петель. Провяжем 5 столбиков и в шестой 2 столбика. Так провяжем весь ряд. В каждую шестую петельку провяжем по 2 столбика. Вот в 5 петелек по одному и в шестой 2 столбика. Такой будет один ряд. Провяжем ряд до конца. И провяжем еще 3 ряда столбиками просто без прибавлений. Последние 3 ряда столбиками без накида, без прибавлений. Вяжем первый ряд. Не забывайте, пожалуйста, ставить маркер. Вот в последнюю петельку ряда предыдущего ставим маркер и провязываем. Это первый ряд из 3. Всего нам осталось провязать 3 ряда. Все ряды столбики без накида. В каждую петельку по одному столбику. Я провязала 3 ряда последних. Теперь нужно сделать соединительный столбик и закончить наше вязание. Вводим крючок в петлю предыдущего ряда и делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить сантиметров на 10-15, обрезаем ее и вдеваем ее в иголку с большим ушком. И теперь с изнаночной стороны вот выводим ее на изнаночную сторону и аккуратненько, так как у нас поля шапочки плотные, мы через одну петельку прошиваем. Вот одну петельку прошили, потом еще одну, потому что иголка идет очень туго здесь. Прошьем между столбиками, чтобы на лицевой стороне не было заметно. Запрячем нить. Лишний конец обрезаем.
Если нет иголки, можно спрятать с ниткой и крючком. В любом случае это место будет находиться сзади. Спереди мы украсим. Можете связать любой цветочек, например, такой. Если вы делали панамку для мальчика, можно украсить какой-нибудь аппликацией. Или у меня вот пуговка такая, ну это, к примеру, какую-нибудь штучку приспособить. Можно просто, не украшая, ставить так. Я украшу панамку ленточкой. Вот отрезала кусочек ленточки, края опалила чуть-чуть и привязала к панамке. Вот такая панамочка получилась. Я надеюсь, что и у вас все получилось. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам всего хорошего, здоровья, всех благ. Подписывайтесь на канал. Пока.